У конкурентов столько продаж. В общем, я хочу настроить рекламу на подписчиков конкурентов. Реально ли это сделать? В этом видео мы с вами как раз разберемся, правда или миф, можно ли реально настроить рекламу на подписчиков конкурентов и вообще стоит ли это делать. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу, и у меня есть курс роста продажи через таргет, где мы учимся не просто на кнопки нажимать, а где мы учимся как раз настраивать рекламу лучше, чем конкуренты, потому что я обучаю работать с аудиториями, с интересами аудитории, чего ваши конкуренты, возможно, и не делают, потому что используют автоматические настройки. Также ко мне можно записаться на консультацию по рекламе или продвижению, поэтому все ссылочки я оставила под этим видео. А сейчас хочу, чтобы вы понимали вообще, как работает Facebook, как работает реклама, для того, чтобы вы сделали выводы вообще сами, реально ли настроить рекламу на подписчиков конкурентов. Итак, если мы хотим настроить рекламу, то, соответственно, нам нужна какая-то аудитория. То есть, если мы хотим настроить рекламу на подписчиков конкурентов, нам нужна их аудитория. Давайте посмотрим, что вообще технически предлагает Facebook. Нажимаем «Создать аудиторию», видим «Пользовательская аудитория», и здесь мы можем выбрать источник пользовательской аудитории. То есть, что мы можем выбрать? Например, мы можем выбрать аккаунт Instagram и нажать «Далее». Здесь выпадает список аккаунтов Instagram, к которым у вас есть доступ. Если у вас есть доступ к аккаунту конкурентов, соответственно, вы можете создать аудиторию по аккаунту конкурентов. Но, скорее всего, что у вас такого доступа нету, поэтому отпадает. Смотрим дальше, какой есть еще один вариант. То есть мы еще раз нажимаем «Пользовательская аудитория», здесь есть возможность загрузить список клиентов. Нажимаем «Далее», и здесь есть шаблон файла, который подходит для такой загрузки. Важный нюанс: чем точнее этот шаблон, чем точнее данные совпадают с шаблоном, который предлагает сам Facebook, тем больше вероятности, что рекламу увидят именно те люди, которые загружены в этот шаблон. И если вы посмотрите внимательно на этот шаблон, вы увидите, что здесь нету аккаунтов Instagram. То есть какие данные нужны для того, чтобы Facebook понял, что рекламу нужно показывать вот определенным людям. То есть нужны имейлы и нужны номера телефонов. Соответственно, когда вы просто обращаетесь к кому-то, там, может быть, кто-то предлагает парсинг там аккаунтов, выбирает там не ботов, а именно клиентов там по каким-то ключевым словам. То есть вы получаете по факту список названий аккаунтов Instagram. Но здесь нужны не названия, здесь нужны имейлы и номера телефонов. Соответственно, если у вас этого нету, да, или у вас есть, например, только имейлы или только номера телефонов, то уже будет искажение. То есть уже Facebook не совсем поймет, кто этот человек, потому что чем больше данных, тем больше вероятности. Соответственно, когда вы, например, настраиваете рекламу на лиды, и у вас есть эти лиды именно скачанные со всеми данными, которые вот предлагает Facebook, которые собирает о людях, и вы грузите через список клиентов, то тогда есть вероятность, что вы покажете рекламу именно этим людям, которые у вас были в файле. Но если вы выбираете только какую-то одну позицию, а тем более, которой нету позиции, вы просто решили, что нет, я все равно туда загружу аккаунт Instagram, то вероятность, что увидят именно эти люди рекламу, очень маленькая. Поэтому по факту технически настроить рекламу на подписчиков конкурентов это невозможно, если у вас нету их имейлов и их номеров телефонов. А я думаю, что у вас, скорее всего, что их нету. Поэтому перестаньте верить слухам, перестаньте смотреть там, как конкурент рассказывает, что он там все распродал. Просто научитесь настраивать рекламу, научитесь анализировать результаты, научитесь работать с интересами людей, чтобы настраивать не по автоматическим настройкам, а в 2 раза можно уменьшить стоимость результата по рекламе, если вы работаете с интересами прямыми, непрямыми, если вы понимаете вообще, какие интересы выбирать, как их правильно группировать, и когда вообще стоит рекламу отключить, когда она плохо работает, а когда хорошо, на какие показатели стоит обращать внимание. Поэтому самый хороший способ — это просто пройти обучение, понять, разработать рекламную стратегию для своего блога, понять в своем блоге, какая у вас стоимость клиента и стоимость продажи, и уже дальше двигаться и планировать нужные вам результаты. Поэтому, если хотите разбираться, а не просто думать, как там конкуренты, как у них все круто, вы никогда не знаете, сколько они денег даже потратили в рекламу, когда они все распродали. То есть ни один конкурент не говорит, что, знаете, я сегодня вложил 1000 евро для того, чтобы получить 2000 евро. 1000 окупил,
купил и 1000 заработал. То есть никогда никто вам не скажет. Люди обычно говорят, типа, вау, у меня все круто, бизнес растет, все, а вот ты как неудачник себя чувствуешь ужасно, потому что ты вложил $10 и не можешь понять, почему же у тебя нету продаж. Поэтому очень важно разбираться в том, как работает вообще реклама, и когда у вас есть четкое понимание, как это работает, то вы перестаете верить в разные слухи, и вместо того, чтобы там грустить, что у кого-то что-то получается, а у вас нету, лучше научиться делать правильно, и, соответственно, вы тоже будете видеть результаты. Кстати, под этим видео я оставлю еще ссылку на Instagram, где вы можете почитать отзывы моих учеников, потому что во время обучения они уже делают продажи.